Друзья, всем привет! Карен Хачанов. Карен, Привет. помню, год назад здесь стояли. Ты жаловался, как ты не любишь Индиан Уэллс. Да. Какие здесь сложные условия для тебя. Продолжаем не любить этот турнир, либо все зависит от результатов? Честно говоря, уже в этом году решил просто не думать об этом вообще, о том, что нравится, что не нравится, и, правда, фокусироваться, то есть на то, что ты можешь сделать. То есть, если можешь сыграть, ну, понятное дело, буду стараться играть лучше, если можешь попробовать, не знаю, что-то поменять. Вот Женя сюда со мной приехал. Жене очень нравится Индиан Уэллс, поэтому, может быть, он своей энергетикой мне поможет больше полюбить, так скажем, это место. То есть, опять же, если мы абстрагируемся, наверное, от результата, то, понятное дело, здесь неплохо, то есть грех жаловаться, все классно, да, дом, живем все вместе, красиво, и турнир сам классный. Но вот именно, я говорю, условия в плане того, как тяжелее, наверное, играть, и вот, ну, опять же, каждый турнир по-разному себя ощущаешь, и именно здесь, вот, не знаю, ощущается чуть сложнее, но, опять же, это не отмаза, а просто надо, наверное, смотреть, как говорится, лицом к лицу к этой ситуации и стараться просто вот, сделать максимально, что получится, и все. В каком состоянии сейчас Карен Хачанов? Над чем ты сейчас особенно работаешь? Потому что у тебя все равно после вот этой восточного турне были какие-то моменты и дни для того, чтобы потренироваться активно. Да, в принципе, как и всегда. То есть в данный момент стараюсь просто набрать форму и больше матчей. То есть, чтобы больше что матчей. Тебе нужно сейчас? Вот в Сейчас чем главная проблема? Нужно играть, набиваться и, в принципе, стараться как можно больше матчей именно вот выиграть, чтобы были эти матчи подряд. То есть, знаешь, не просто там 1-2, следующий турнир, опять там, не знаю, неделя, 10 дней тренируешься. То есть, в конце концов, я достаточно тренировался вот именно с предсезона. После Австралии сделал еще один тренировочный блок. Вот отыграл эти турниры, вот Марсель, Доха, Дубай. И сейчас, в принципе, мы здесь в Америке, поэтому, опять же, всего 2 турнира. Всего у нас будет месяц здесь в Америке, и вот все зависит от того, сколько игр в итоге, сколько матчей у тебя получится, потому что может получиться достаточно, а может получиться не очень, и ты опять будешь тренироваться там 10 дней, грубо говоря, да, то есть и в конце концов тренировок было достаточно, сейчас чисто вопрос вот за счет матчей, за счет игр набирать форму и ритм. Это вопрос еще уверенности, наверное. У тебя сейчас как с этим делом стоит? Слушай, честно сказать, я в психологическом хорошем состоянии, то есть нет такого, что что-то не нравится, то есть я, правда, как сказать, я получаю удовольствие, вот, я говорю, этот момент, который был, он позади, поэтому, опять же, сейчас результаты могли быть лучше, но я как бы на это смотрю как... опять же, с позитивом, что могу только улучшить и могу прибавить, а не то, что вот все плохо, там, не знаю, что-то не получается. Потому что всегда что-то будет получаться, что-то не будет получаться. Поэтому так же, как я говорю, может быть, мое отношение и к Индиан Уэллсу чуть-чуть поменялось, потому что, в конце концов, я здесь играл четвертьфинал и мог обыграть Надаля в тот год. И, в принципе, я хорошо играл. То есть какие-то года были чуть хуже, да, здесь. То есть, и вот как-то хочу абстрагироваться, не думать о том, что было. Может быть, какие-то условия и поменялись, кто его знает, чуть мячи поменялись, там, корты, поэтому, как говорится, ту страницу мы перевернули и начинаем ее с чистого листа. Карен, почему ковыряюсь в твоем состоянии? Объясню. Не хочу всех под одну гребенку, но так если мы смотрим на ваши результаты, на твои, на Данин, на Андрея, кажется, что начало года очень для вас непростое. Для каждого, конечно, по своим причинам, но как-то пока не очень складывается. У тебя есть какое-то объяснение? Это нормально, в принципе, да, в теннисе взлет и падение, но вот этот год как-то у нас, у любителей тенниса, больше вопросов, чем ответов. Слушай, ну Андрей выиграл Доху, 500-ка. Ну хорошо, как не очень, типа, но до этого все ты... Мы не обесцениваем результаты. Но я говорю про какую-то стабильность, про ощущение того, как вот когда вы в пике в своем находитесь, вы проходите те матчи, которые вы должны забирать, когда играете с соперниками, объективно ниже вас по уровню, по статусу. Ну, опять же, если смотреть, то есть, смотри, 2 последних турнира я проиграл тому же Дане, который проиграл там дальше, да, Феликсу, как бы в четвертьфинале. То есть попал бы не на Данию, может быть, прошел бы дальше. То есть, да, и, может быть, мы встретились бы с ним в четвертьфинале том же. То есть, также и в Дубае, получается, встретился с Циципасом, близкий матч, реально были все шансы, выиграл турнир человек. То есть, как бы, по сути, это просто показывает то, что все очень близко, все относительно, и если ты эти матчи вот именно, проиграл бы, например,
ты чувствовал, что шансов не было, там, не знаю, 6-3, 6-4, 6-3, 6-3, и вот не было этих возможностей, то это одно дело, да, может быть. А так ты понимаешь, что игра есть, то есть это самое главное. А если игра есть, то дальше уже вопрос вот всех этих моментов, которые мы только что обсуждали, чтобы это, да, все объединить. И как бы вот эта форма, когда ты ее набираешь, дальше у тебя это, знаешь, должно где-то вот ворваться, произойти. Вот Андрей выиграл в итоге Доху. То есть, да, можно сказать про стабильность первых недель в году, но при этом выиграл турнир, 500-ка. То есть, что говорить, да? То есть, мне кажется, этот пик, наверное, формы. Главное вот, психологически быть в правильной как бы кондиции, то есть, вот, наверное, не опускать руки, не давать плохой энергетики, наверное, вот войти в твою голову. И этот пик, наверное, ну, поймаешь не сразу, значит, поймаешь позже. Ну, то есть, как-то вот так, наверное, надо смотреть. Очень хорошие слова. А вот про Женю тоже последний вопрос. Я понимаю, что вы очень близко общаетесь, вы друзья, он теперь в твоей команде, помогает. Поменялась ли как-то атмосфера? Потому что у тебя такие взрослые, возрастные, опытные тренеры. Появился Женек, мы все его знаем, как очень лучезарного человека. Вот этот вайб внутри вас, он чуть-чуть как-то поменялся? 100% это тоже очень важно, потому что в конце концов ты с командой проводишь 24 часа, ну не 24, так банально, да, много времени в неделю, в месяц, вообще в год. Вы живете вместе, ездите вместе, ну, то есть проживаете жизнь, так скажем, вместе. Поэтому очень важно этому месту быть, в том плане, что это очень важно, какая у вас атмосфера, какая-то вот энергетика. Вот поэтому я говорю, что если Женя может это добавить и привнести, и помочь с этой стороны, то... А какая она сейчас, Карен? Я же говорю, вот видишь, я в каком состоянии. Хорошо? Ну, да, вот и все. кажется. А дальше посмотрим, что будет. И это заслуга Женька, в том числе. Отчасти, да. Хотя он только вчера приехал, Но видишь, уже как зарядил. за ночь уже зарядил, да. Батарейка, Powerbank. Карен, спасибо большое, мы тебя отпускаем. Друзья, Карен Хачанов.